Всем привет! В Альбионе вы можете использовать абсолютно любое оружие и броню, тем самым меняя свой класс. На данный момент в игре представлено огромное количество видов как оружия, так и брони. И если вы недавно начали играть, то на ознакомление во всем этом разнообразии может уйти довольно много времени. Но просмотр этого видео позволит получить базовое понимание о характеристиках и области применения различных видов доспехов внутри одной ветки. В данном видео, как вы догадались, речь пойдет о латной броне. И вначале немного теории. В комплект доспехов входит 3 предмета: шлем, броня и сапоги. Кликнув левой кнопкой по вещи, мы видим заклинания, активные и пассивные, которые доступны для использования при экипировке вещи. С ними мы разберемся далее. Кроме заклинаний, мы можем увидеть параметры и ресурсы, которые необходимы для крафта данной вещи. Остановимся подробнее на параметрах на примерах. Шлем и сапоги добавляют к характеристикам максимальное количество очков здоровья и энергии, а также скорость их восстановления вне боя. Плюс, если выбрать одну из пассивок на вещи, то к параметрам добавится еще одна характеристика и, соответственно, отобразится. У брони параметров немного больше, и к максимальному запасу здоровья и энергии, а также к скорости их регена добавляются броня, она же сопротивление физурону, сопротивление магии, сопротивление контролю, бонус к регену здоровья, бонус к длительности контроля, к разным видам урона, к восстановлениям, к агро и так далее. Суммарную информацию по надетому на вас сету проще всего посмотреть в подробных параметрах персонажа. Там же есть небольшое, но понятное описание параметров. Так, абстрактные единицы брони здесь переведены в проценты порезки урона. Ну и разного рода бонусы выглядят нагляднее. Плавно переходим к пассивным заклинаниям. У латных доспехов имеется 3 основные пассивки. Устойчивость, повышение защиты от игроков и мобов на 2,4% в случае с сапогами и шлемом и на 4,7% на броне. Причем это дополнительный параметр, и на сопротивление физическому и магическому урону он не влияет, что пипец как путает, но в игру с такой неочевидной системой параметров вы сами решили играть. Вторая пассивка — авторитет. Тут все просто. Увеличивает продолжительность ваших эффектов контроля на 5% для сапог и шлема и 10% для брони. Третья пассивка — неумолимость, увеличивает ваше сопротивление вражескому контролю на определенное количество единиц в зависимости от тира предмета. Кроме 3 основных пассивок, есть еще специализированные пассивки. На сапогах грузоподъемность, увеличивает переносимый вами вес на определенное количество килограмм, опять же зависит от тира. В броне 2 помогающие танковать пассивки. Сокрушение духа, единоразово снижающее максимальное и текущее здоровье монстров на 12% в течение 3 секунд. И защитный инстинкт, повышение вашего агро на 300%, что помогает танковать, но с плохой прокачкой не страхует от срыва мобов на особо ретивых дамагеров при фарме. Ну и переходим к самому интересному, тому, что дает широкий простор для билдостроения и генерирует все геймплейные фишки игры в плане боевки. Активные скиллы. У каждого предмета экипировки есть по 2 стандартных заклинания, с которыми мы знакомимся еще в самом начале игры на 3-м тире предметов, кроме насмешки. Она появляется на 4-м тире. Стандартные заклинания шлема, восполнение энергии и каменная кожа. Первое внезапно восполняет энергию каждую секунду в течение 9 секунд на 16 единиц при использовании 4.0 неартефактного шлема и на 32 единицы при использовании 8.3 артефактного шлема. Каменная кожа увеличивает защиту на 1/3 в течение 7 секунд. На сапогах стандартные скиллы бег и омолаживающая пробежка. Бег дает 60% ускорение на 7 секунд. Пробежка бустит скорость на 100% и регенит хп от 100 до 163 единиц в зависимости от тира сапог. Скилл действует 2 секунды и регенит хп 3 тиками. В броне стандартные заклинания исцеление ран и насмешка. Первое регенит хп и энергию по 6 и 5% от максимального запаса в секунду соответственно на протяжении 12 секунд. Применяется только вне боя. Насмешка повышает ваше агро до максимума для всех мобов в радиусе 5 метров. Если использовать ее на игрока, то ваш урон по нему увеличится на 10%, при этом ваша защита снизится на 9%. Действует 3 секунды. А теперь рассмотрим уникальные заклинания для каждого комплекта брони.
Я для удобства буду рассматривать полные сеты одного вида, но помните, что в актуальных билдах полные сеты никто не носит. Обычно комбинируют вещи из разных сетов и даже разных видов брони. И начнем с сета хранителя. В шлеме скилл «Спасительный щит». Создает спасительный щит на вас и на 5 союзников в радиусе 5 метров вокруг. Щит поглощает от 580 до 1100 урона в зависимости от тира шлема в течение 3 секунд. Плюс ко всему снимает все эффекты с периодическим уроном, они же доты. Незаменим в Авалонском данже на некоторых боссах, в ХЦЕ также на некоторых боссах и в Small Scale PvP. Все это довольно специализированные активности, и пытаться прокачивать его новичкам на старте смысла нет. Броня хранителя — это самая танкующая по параметрам броня среди неартефактной брони. Заклинание Аура Бессилия, которая создает ауру радиусом 7 метров вокруг вас на 5 секунд. Попавшие под ауру враги получают дебаф к урону на 60% и на столько же процентов замедляются. Плюс аурой выбиваются противники из инвиза. Таким образом, если вы решили ступить на путь танкования, то это первый и очевидный выбор. Броня за счет бюджетности используется во всех активностях и везде приносит пользу. Сапоги хранителя и умение гигант увеличивает максимальное и текущее здоровье вдвое и бустит скорость передвижения на 25% в течение 8 секунд. Одно из самых медленных умений на сапогах в игре, зато это отличный сейв. Исходя из этого, используется в ситуациях и билдах, где важно пережить много урона от противника, при этом не переставая дамажить. Это совершенно разные ситуации, от дуэлей до ЗВЗ для некоторых билдов. Следующий сет рыцаря. Заклинание в шлеме Непоколебимость дает 5 союзникам в радиусе 4 метров от вас баф в виде иммунитета к принудительному перемещению, типа отталкивания, подбрасывания и так далее. А также увеличивает сопротивление к контролю от 60 до 116 единиц в зависимости от тира предмета. Сопротивление контролю уменьшает длительность стана, действующего на игрока. В описании умения есть слова о том, что союзники при получении бафа превращаются в неподвижные объекты. По всей видимости, это косяк в переводе, иначе это был бы самый бесполезный скилл в игре. Данный шлем просто незаменим в масс PvP. Броня рыцаря по параметрам дает ощутимо меньше защиты в сравнении с броней хранителя, зато дает небольшой бонус к урону. Активное умение «Стена ветра» ставит перед вами стенку на 4 секунды, которая отбрасывает всех прикоснувшихся к ней противников на расстояние от 9 до 19,5 метров в зависимости от тира вещи. Используется в гангах и прочих PvP разной степени масштабности, но не особо массово. Сапоги рыцаря с умением рывок со щитом, которое перемещает вас к цели, неважно союзной или вражеской, максимум на 15 метров, и создает щит, который в течение 3 секунд поглощает от 514 до 978 единиц урона в зависимости от тира. Если вы прыгаете к союзнику, то щит накладывается и на него. Так как скилл весьма специфичный, то и использование сапогов крайне специализированное. Может применяться в ХГ, кристалках, при групповом фарме для подстраховки хилом партнеров, но новичкам не стоит начинать играть в билде с этими сапогами. Последний неартефактный латный сет солдата. В шлеме активное умение блок, сейв последней надежды. Дает невосприимчивость к урону и контролю на 1,75 секунды. Универсальный шлем и умение. Может применяться абсолютно в любой игровой активности. Броня солдата. Самая тонкая среди неартефактных лат, но при этом дает самый большой бонус к урону. Активное умение бешенства также очень сильно бустит урон. Действует 10 секунд, в течение которых при нанесении по вам урона бафается ваш дамаг и длительность эффектов контроля на 7 и 4% соответственно. Стакается до 10 раз и значит может забустить урон на 70%, а длительность контроля на 40%. Идеальный вариант для соло-кача с мили-оружием. Используется в некоторых билдах для кристаллок, ХГ и ЗВЗ. Сапоги солдата и умение перемена. При активации увеличивает вашу скорость передвижения на 10% каждую секунду в течение 8 секунд, после чего действует еще 7 секунд
при максимальном ускорении, дает самое длительное ускорение и позволяет пробегать очень большие расстояния. Поэтому полезно в открытом мире при гангах и попытках убежать от гангеров. Переходим к артефактным сетам и начнем с королевского. Королевский шлем с умением поддержка баллисты дает возможность приземлить на противника горящую бочку в радиусе 11 метров от вас. Бочка летит 1 секунду, после чего оглушает всех врагов в радиусе 3 метров на 4 секунды и наносит от 120 до 230 единиц физического урона в зависимости от тира. Используется для продления стана на противнике в разных ситуациях, особо популярен при ганге. Королевская броня по параметрам сопоставима с броней рыцаря, имеет скилл вытягивания энергии. В течение 6 секунд создает вокруг вас аномальную область. В радиусе 6 метров у противников вытягивается от 5 до 10 единиц энергии каждую секунду. Как только враги начинают терять энергию, вы начинаете восстанавливать от 11 до 21 единицы энергии в секунду союзникам в радиусе 15 метров. За все время игры с релиза в 2017 году я ни разу не видел, чтобы эту броню где-то использовали на постоянной основе. Так что хоть в теории умение может использоваться, но по факту это абсолютно бесполезная броня. Королевские сапоги с заклинанием Королевский марш также абсолютно бесполезны. Умение действует так. Вы выбираете точку в радиусе 10 метров и начинаете заторможенно туда двигаться. При этом каждую четверть секунды стакается баф к скорости передвижения по 6% за стак и баф на защиту по 2% за стак. Копится максимум 10 стаков, после чего вы можете бегать 8 секунд с бафом к скорости и защите. При этом умение может быть сбито в момент накопления. Абсолютно неиграбельное умение и, соответственно, бесполезный предмет экипировки. Рунные латные доспехи представлены могильным сетом. В могильном шлеме умение жертва мгновенно восстанавливает 15% от максимального запаса здоровья союзника, при этом отнимая у вас 25% от максимального запаса. Используется особо ответственными хилами в разных игровых активностях. На себя использовать невозможно. Могильная броня по параметрам схожа с броней солдата, имеет скилл «Цепь души», которая цепляет указанного противника цепью на расстоянии до 2 метров, наносит от 133 до 253 единиц магического урона, после чего притягивает к вам противника в течение 3 секунд. Как правило, используется исключительно в гангах. Могильные сапоги и умение «Боевая ярость» увеличивает скорость передвижения на 40% в течение 5 секунд. Плюс дает иммунитет к оглушению, обездвиживанию, замедлению и снимает с вас все эффекты контроля. Как правило, сапоги используются некоторыми билдами в ЗВЗ и Small Scale PvP. Демонический сет крафтится из душевных артефактов. В демоническом шлеме умение молчания накладывает безмолвие на противника при вашей следующей обычной атаке на 5-8 секунд. После активации у вас есть 15 секунд на применение атаки. Исключительно PvP-шный шлем и используется на всяких ХГ и кристалках. Демоническая броня близка по параметрам к рыцарской. Умение «Дьявольская защита» создает вокруг ауру радиусом 7 метров на 6 секунд. Отражает 50% урона, который прилетает по вам и по 9 вашим союзникам в виде магического урона. Союзникам увеличивает все сопротивления урону от 112 до 139 единиц в зависимости от тира, а вам снижает сопротивление урону от 88 до 110. Может очень эффективно использоваться в ЗВЗ, ну и как правило в них и используется. Демонические сапоги с умением «Стремительная месть». Заклинание увеличивает скорость передвижения на 20% и урон на 4% за каждые потерянные 10% от максимального уровня здоровья. Может накапливаться до 8 раз. То есть при 20% оставшегося здоровья вы получаете максимальный баф на скорость и урон в виде плюс 80% к скорости и плюс 32% к урону. Действует 6 секунд. Обычно используются сапоги в соло-игре, чтобы свалить на лоу хп или же в сложном бою неожиданно забустить себе урон и получить преимущество. Реликтовый сет Вершителя. В шлеме активный скилл «Электрический разряд» создает расширяющийся от вас до 11 метров за 1,3 секунды круг. Разряд оглушает всех задетых врагов от 1,5 до почти 3 секунд.
и наносит от 41 до 78 магического урона в зависимости от тира. Довольно часто используется танками в ЗВЗ и менее масштабных PvP сражениях. Броня Вершителя по параметрам превосходит Хранителя в плане танковости. Имеет активное умение Силовой щит. Оно очевидно создает силовой щит вокруг вас радиусом 7 метров на 8 секунд, который остается в месте создания. Щит действует максимум на 10 союзников внутри него и повышает сопротивление урону от 73 единиц до 91 единицы, опять же в зависимости от тира. И увеличивает получаемое игроками исцеление на 30%, в этот раз независимо от тира. Это универсальная броня и используется танками практически во всех активностях, как более качественная альтернатива брони Хранителя. Сапоги Вершителя имеют скилл «Удар локтем». Вы совершаете рывок к указанной точке в радиусе 11 метров, достигнув которой подбрасываете всех врагов в радиусе 4 метров на 0,8 секунды. Умение игнорирует сопротивление контролю. Must-have для танков на закрытых аренах типа ХГ и Кристаллок. И наконец самый новый и дорогой сет в игре Авалонский, он же Доблести. Заклинание в шлеме, очищающий дым, в радиусе 9 метров от вас вызывает очищающий дым на область радиусом 4 метра. Дым появляется через 0,7 секунды и снимает с союзников все эффекты контроля и другие негативные эффекты, кроме эффектов с периодическим уроном. С врагов, попавших в данную область, снимаются все положительные эффекты. Это очень полезное и сильное в умелых руках умение и используется, как правило, в Small Scale PvP. Броня Доблести, самая толстая броня в игре, имеет скилл Месть и создает магический щит, который замедляет ваше передвижение на 30%, пока поддерживается щит, а именно 2 секунды. При получении урона щит выпускает в противника магический шар, накладывающий безмолвие от 2,3 секунды до 4,5 секунды и наносящий от 107 до 204 магического урона в зависимости от тира. Несмотря на, казалось бы, довольно полезное по описанию умение, броня Доблести практически не применяется основной массой игроков. Скорее всего из-за сложности грамотной реализации данного умения. Сапоги Доблести и заклинание Предчувствия увеличивает вашу скорость на 20% и дает невосприимчивость к эффектам прерывания движения на 2 секунды. Если в эти 2 секунды вас оглушили, обездвижили или замедлили, то данный эффект снимается, и вы получаете иммунитет к этим эффектам на 4 секунды, плюс у вас увеличивается скорость на 120%. Опять же, умение звучит довольно интересно, но на практике реализация его очень сложна, поэтому данные ботинки практически не используются в массе своей. На этом мы рассмотрели все виды латной брони в игре. Надеюсь, это видео было вам полезно. В ближайшее время мы также рассмотрим кожаные тканевые доспехи. Поделитесь этим видео с друзьями, закиньте в гильдейский дискорд, если ваша гильдия работает с новичками. Ну и подпишитесь на канал, поставьте лайк, дизлайк. Спасибо за просмотр, всем пока!